Друзья, всем привет! В этом видео мы начнем разбор предсказаний насчет Третьей мировой войны от предсказателя немецкого Нострадамуса Алойс Ильмайера, который сделал очень много предсказаний насчет именно Третьей мировой войны. Ну, как предисловие, наверное, надо сказать вообще, почему именно меня вот именно заинтересовал Алойс Ильмайер. Я в свое время прочитал все его книги, записи людей, которые с ним имели дело. И на этом как бы и все, было просто интересно. Но сейчас, чем больше как бы мы видим, что происходит у нас, тем больше я вижу совпадения по времени, по событиям, именно которые сейчас надвигаются на нас. И вот самое последнее совпадение, их было много, самое последнее совпадение было то, что именно нападение будет со стороны России, именно на Германию, и именно в Германии будут воевать, как говорил Алойс Ильмайер, что в Германии будут в большем количестве воевать люди с узкими глазами. И вот это было для меня самый такой интересный момент, последний именно, который совпал с его предсказаниями, который он сделал уже практически 100 лет назад. Как мы будем разбирать его предсказания? Я думаю, что это лучше всего будет сделать визуально. Я делаю такую вот карту, я сейчас ее еще переделываю. Именно на эту карту я наношу все опасные места, все, что будет происходить по предсказаниям Алойса Ильмайера. И также безопасные места. Ну, и вообще, может быть, кому-то это будет интересно, где что, какие возможные действия будут происходить. И что вообще, что это означает здесь, например, здесь, здесь. И также мы это будем сопоставлять с событиями Второй мировой войны, с картами, как это было тогда, и как это может случиться у нас сегодня, в наше время. Я думаю, что для того, чтобы нам лучше понимать вот его предсказания, нам нужно немного познакомиться с самим Алойс Ильмайером, чтобы это лучше понимать как-то, да. И чтобы не пересказывать это в сотни раз, я подключу сейчас искусственный интеллект, и искусственный интеллект нам все расскажет. Итак, давайте начнем. Спросим искусственный интеллект, чтобы она нам рассказала про Алойса Ильмайера. Майя, расскажи нам, пожалуйста, то, что ты мне рассказывала про Алойса Ильмайера. И включи, пожалуйста, также историю, как Алойс Майера попробовали судить, и как его оправдали. Вот эту историю тоже, пожалуйста. Конечно, расскажу. Алойс Ильмайер был известным ясновидцем и искателем воды из Баварии. Его слава начала расти во время Второй мировой войны, когда он помогал людям находить пропавших родственников и предсказывать воздушные налеты. Говорят, он мог по фотографии или описанию указать, где находится человек, жив ли он и что с ним случилось. Многие считали его дар чем-то божественным, а сам он оставался простым и очень религиозным человеком. Самое известное, за что его называют немецким пророком, это его видение будущего. Ильмайер предсказывал Третью мировую войну и описывал картины разрушений, массовые химические атаки, города в руинах, природные катастрофы. Он говорил о большом кресте в небе, который будет знаком к окончанию войны и наступлению мира. Его пророчества были настолько детализированными, что продолжают вызывать интерес до сих пор. Но, как и многие ясновидцы, он столкнулся с недоверием. В 1947 году на него подали в суд, обвиняя в шарлатанстве. Суть дела была в том, что он якобы вводил людей в заблуждение своими пророчествами. Однако Ильмайер сумел доказать свою искренность. На суде он продемонстрировал свои способности, предсказав детали о присутствующих, включая одежду и события, которые те не могли объяснить иначе. В итоге его оправдали, а процесс лишь добавил ему известности.
Так что, несмотря на скептиков, Эрльмайер остался в памяти как человек с необычным даром, чьи слова до сих пор изучают и обсуждают. Ну вот, вы все слышали. Вот такая история интересная. Ну так, начнем. Наверное, вот именно в этой серии мы начнем именно с наступления, как это будет происходить именно, как Ильмайер предсказывал наступление, вот как начнется Третья мировая война. И какое будет наступление, с какой стороны, куда это будет происходить. Давайте посмотрим вот на примере этой карты, как вот это отображено. Ну, я еще это немножко переделаю, чтобы это было более наглядно. Ну, сейчас это тоже понятно. Так вот, сейчас вот эту желтую линию, пока мы не разбираем, мы ее потом разберем, потому что она именно нужна нам будет потом. Вот эти атомные знаки, я тоже потом расскажу, что это означает. И как бы это и здесь Прага идет дальше, сюда, да. Но это мы потом разберем, потому что это сейчас как бы это важно, но все шаг за шагом. Первый у нас вот эти вот отображения, вот А, Б, да, до Франкфурта Майн. И также вот здесь вот, где это Регенсбург, это вот граница здесь вот с Чехией, и вот тут вот Регенсбург. И да, вот три направления, три Штоскайля, как это называется по-немецки. Это по-русски, как это сказать, ну вот три направления армии, так сказать. Итак, по описанию, именно по описанию предсказаний будут происходить три Штоскайля, это три ударных клина. Первый ударный клин начнется именно вот с границы Польши, и он будет проходить вначале через Берлин. В Берлине он как бы это вот, ну скажем так, вот это первая армия, да. Первая армия, она будет проходить через Берлин, эта армия остановится, в армии сделает пункт, так сказать, центральный пункт, и дальше в эту же ночь, как это, так сказать, как блицкриг будет проходить за ночь, армия будет проходить очень быстро. Непонятно, как это будет происходить, как они смогут так быстро передвигаться, но они буквально за 2-3 дня пройдут очень большие расстояния. Именно первая армия будет идти от Берлина, проходить, и до Хамбурга, да, до Гамбурга по-русски. Вторая ударная армия будет проходить через Дрезден, а начнется вот это вторжение именно через границу Польши и Чехию, вот здесь, в этом месте, где-то отсюда, по предсказаниям Алойса Ильмайера. И он уже будет идти сюда, дальше. Да, Алойс Эрльмайер в своих предсказаниях действительно описывал, что вторжение во время Третьей мировой войны начнется через границу Польши и Чечни. Он говорил, что именно в этом районе начнется вторая ударная волна, которая будет двигаться через Дрезден, охватывая центральную часть Германии. Это нападение будет стремительным и внезапным, с армиями, которые прорвутся через границу в темное время суток, а жители не успеют подготовиться к атаке. Эрльмайер подчеркивал, что такие быстрые и разрушительные действия сильно потрясут Европу, и война будет разворачиваться с молниеносной скоростью. Окей, если ты уже влезла в разговор, можешь, Майя, рассказать вот вторую историю, которую ты мне рассказала, как это начнется ночью, как быстро это будет происходить? Конечно, расскажу. В своих предсказаниях Алойс Эрльмайер описывал, как наступление начнется ночью, и все будет развиваться очень быстро. Он говорил, что атака начнется, когда большинство людей будет спать в темноте, и никто не будет готов к этому удару. Это создаст ощущение внезапности и хаоса. По его словам, нападение будет настолько быстрым, что люди не успеют понять, что происходит. Армия, которая двигается через границу, будет действовать с невероятной скоростью, захватывая ключевые города, в том числе через Берлин
Дрезден и Регенсбург. Ирльмайер подчеркивал, что вторжение будет молниеносным и разрушительным, с армиями, которые будут двигаться стремительно, как будто они падают на Европу с неба. Сам он говорил, что такие атаки создадут полный хаос, а война начнется с разрушений, которые будут невозможны для остановки в первые часы. Окей, как ты думаешь, почему перед тем, как армия вообще могла передвигаться, как она смогла незаметно подойти к границам Германии? По предсказаниям Алоиса Ирльмайера, армия смогла незаметно подойти к границам Германии благодаря двум ключевым факторам. Во-первых, он описывал, что нападение начнется неожиданно, и враг будет использовать стратегию внезапности. Это могло означать, что армии смогли скрытно передвигаться, возможно, используя ночное время, когда на границах было меньше активности, или же они использовали специальные тактические маневры для сокрытия своих действий. Почему вторжение было таким быстрым и молниеносным? Потому что оно началось в момент, когда все еще не осознавали, что враг уже внутри. Ну, ответь на самый главный вопрос, как армия может подойти так близко? Это же с чего-то должно начаться. Откуда армия могла прийти под... Вот как ты думаешь? Ты прав, это действительно важный вопрос. Если следовать предсказаниям Алоиса Ирльмайера, то для того, чтобы армия подошла так близко, нужно, чтобы ее продвижение было скрытым, с использованием тщательно спланированных действий. Вероятно, что вторжение могло начаться с какой-то подготовки, которая не была замечена обычными людьми или разведкой. Например, армия могла использовать различные методы, чтобы скрыть свои действия. 1. Дезинформация и отвлечение внимания. Возможно, враг использовал информационные манипуляции, чтобы создать ложное ощущение безопасности. Это могло включать в себя фальшивые маневры или создание иллюзии, что все спокойно на границе. Использование ночи. Как и предсказывал Ирльмайер, вторжение происходило ночью. Это позволило армии скрытно продвигаться, используя темноту для скрытия своих движений. Тем более, если речь идет о большой армии, которая может передвигаться через менее защищенные участки границы, такие как леса, реки или горные проходы. 3. Долгосрочная подготовка. Возможно, вторжение было подготовлено заранее, и войска могли скрытно сосредоточиться в районах, которые не привлекали внимания, используя засекреченные маршруты или объекты, скрытые от обычных разведывательных глаз. Даже если армия была на границе, ее перемещения могли быть сдержаны и скрыты от радаров или спутников. Таким образом, вероятно, что армия могла подойти так близко, потому что вторжение было подготовлено заранее и использовало методы скрытности, отвлечения внимания и ночных операций. Ну, посмотри, например, на Вторую мировую войну, как было нападение на Германию сделано, при том, что тогда напало, сколько солдат было, 2 миллиона солдат, да, две армии нападали, шли через Германию, в том числе и как бы Берлин захватили. Как можно скрыть, например, вот в Третьей мировой войне 2 миллиона солдат? Передвижение, вот именно передвижение солдат. Ты прав, скрыть 2 миллиона солдат – это действительно огромная задача, особенно в современном мире, когда технологии позволяют отслеживать даже небольшие перемещения. Однако, если верить предсказаниям Ирльмайера, есть несколько возможных объяснений, как такая армия могла бы скрытно подойти к границам Германии. 1. Современные технологии и кибервойна. В отличие от Второй мировой войны, сегодня можно представить, что нападение будет сопровождаться кибератаками, которые могут нарушить системы связи, радары, спутниковые наблюдения и другие элементы разведки. В условиях информационной войны и с применением технологий скрытности можно создать хаос в системе наблюдения и помешать своевременному обнаружению такого большого наступления. 2. Использование специализированных военных технологий. Существуют различные методы скрытого перемещения крупных сил.
Например, скрытные передвижения могут осуществляться через малозаметные маршруты, такие как леса, горы или подземные сооружения. Также армии могут использовать новые технологии, такие как радары с низкой видимостью или беспилотные летательные аппараты для разведки. 3. Элементы внезапности и стратегии обмана. Важно отметить, что военные операции часто строятся на элементе внезапности. Противник мог бы использовать дезинформацию или отвлекающие маневры, чтобы скрыть свои основные силы, создавая ложное впечатление, что угроза исходит не откуда-то из востока, а, например, с юга или с другой стороны. Армии могли бы выдвигаться постепенно, создавая фальшивые линии фронта и маневры, чтобы противник не смог обнаружить основные силы. 4. Маскировка и подкуп разведывательных служб. Возможно, скрытность нападения могла бы быть обеспечена массовым использованием камуфляжа, а также вовлечением в это процесса шпионов и агентов, которые могли бы работать внутри разведывательных служб противника, создавая иллюзию безопасности. Даже при наличии 2 миллионов солдат, скрытное приближение может быть теоретически возможным, если использовать комбинацию технологий, обмана и стратегий внезапности. Такую вот информацию нам выдал искусственный интеллект. Майя, как всегда, еще добавила своего. Интересные факты. Но мы посмотрим дальше, как это предсказывал Алоис Ильмайер. И вот на карте вы видите вот здесь, да, много вот такие вот. Это как бы символизирует именно армию, стычку военную, потому что когда вот какие-то вот свои задачи вот эти 3 армии решают здесь, и потом эти все 3 армии, они в конечном итоге собираются здесь. По его предсказаниям еще идут и дальше. И дальше уже за границей уже Германии идут также дальше. Ну, не так сильно далеко. По его предсказаниям это как бы заканчивается где-то во Франции. Именно вот в Испании, например, насчет Испании он ничего такого не предсказывал, насколько я знаю. Ну, вот это вот именно в Германии, вот что будет через Германию проходить война, вот именно вот Кёльн, Бонн, вот эти вот города, Дортмунд, Мюнстер, Дюйсбург, Дюссельдорф, вот здесь будут большие проходить бои, и как бы вот от этих мест ничего не останется. Это считаются такие опасные города, где во время Третьей мировой войны находиться очень опасно. Там практически ничего не останется от этих городов. Поэтому эти места нужно будет, вот, когда начнется Третья мировая война, избегать. Или заранее, если вы увидите какие-то знаки особые. Вот эти вот, например, знаки, как зеленая такая звездочка, это означает, что здесь более-менее безопасное место будет во время войны. Ну, как бы еще не все обозначения безопасных мест есть на карте. Ну, скоро я это изменю, как бы доделаю. Самые безопасные места это больше внизу. Это вот на границе со Швейцарией. Вот в этих местах. И это все находится как бы вот в горных местах. Как вы здесь видите. Как бы Мюнхен у нас тоже такой город. Но я потом про все города, наверное, надо будет отдельное видео делать. По времени это очень много займет. И как бы каждый наш выпуск я не хочу сильно затягивать, а будем именно делать поэтапно, шаг за шагом, чтобы это лучше как-то усвоилось. Вот тоже у нас безопасные места. Ну, безопасные места мы тоже как бы сделаем, наверное, в отдельном видео. В следующем выпуске, я думаю, мы сделаем такое более развернутое
описание от Алойса Ильмайера насчет вот этой вот стены, так сказать, опасной стены, которую нельзя будет преодолеть, и зачем она будет сделана, и как это может выглядеть, вообще, что означает вот эти знаки, атомные удары по Праге и Штеттин, и вот этот Гельбе-штрих, как по-немецки называется, желтая черта или желтая вот эта опасная стена, которая будет сделана, и она будет проходить практически до Кроации через Острайх. Ну, есть еще возможность, так сказать, что она будет проходить через Болгарию, до Болгарии и закрываться Бургасом. Здесь, как так сказать, стена, которую невозможно преодолеть. Ну, тут много тоже информации насчет этого у него написано. Поэтому в следующем выпуске, я думаю, мы начнем с этого. Тоже это очень интересный, важный момент. Наверное, будет также людям интересно, которые проживают вот на этих территориях. Вот эта атомная стена, или как это называется? Знаешь что-то насчет этого? Конечно. Алоис Ирльмайер в своих предсказаниях описывал желтую полосу, которая символизирует область, охваченную разрушениями. Скорее всего, из-за применения химического или ядерного оружия. Эта полоса была для него чем-то вроде барьера, который будет невозможно преодолеть. Ирльмайер говорил, что эта зона будет непроходимой, с ужасными последствиями для жизни, возможно, из-за радиации или химического загрязнения. Он предсказывал, что она пройдет через Европу и станет символом разрушений, которые оставит за собой мировая война. Именно в Чехии, который случится, разлом в породе земли. Да, в своих предсказаниях Алоис Ирльмайер упоминал природные катастрофы. И одним из таких событий, которые он предсказал, был разлом в Чехии. Он говорил, что в будущем в этом регионе произойдет разлом в породах Земли, что приведет к серьезным геологическим последствиям. Ирльмайер описывал этот разлом как событие, которое будет связано с сильными землетрясениями и другими природными катастрофами. Разлом в Чехии может быть связан с геологической активностью, которая вызовет разрушение и изменения в ландшафте. Некоторые толкования предсказаний связывают это с возможными последствиями мирового конфликта или природными катастрофами, вызванными изменениями в климате или земной коре. Предсказание о разломе в Чехии воспринимается как знак того, что природные бедствия могут стать частью глобальных потрясений, которые случатся на фоне человеческой активности, в том числе военных конфликтов. Ну, хорошо, друзья, будем прощаться. Тогда до следующего выпуска.